Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Wheel Revolution, симулятор судьи времен французской революции, где нам предстоит выносить приговоры по различным делам, решая, кто будет оправдан, кто попадет в тюрьму, а кто лишится головы. Желаю всем приятного просмотра. Итак, начнем заседание. Наш персонаж – это игрок и алкоголик, которого, как ни странно, назначили судьей революционного трибунала. Я предполагаю, что здесь не обошлось без помощи нашего наставника и учителя. Начинать мы будем с самых низов карьерной лестницы, и путь, скажу я вам, будет по-настоящему тернист. Обучение в игре очень подробное, и начинается оно с судебного процесса над одним из ваших сыновей, и судить его будете именно вы. Механика в игре очень интересна в этом плане. Каждое ваше решение будет иметь последствия, как положительно, так и отрицательно влияющие на вашу репутацию. А репутация отвечает за получение очков влияния, которые можно потратить на определенные действия различного характера, которые пригодятся в будущем. Помимо всего прочего, перед каждым заседанием, неважно кто окажется подсудимым, у вас уже будет ожидаемый приговор, который все ждут. И вы еще до начала судебного процесса будете стоять перед выбором, куда склонить чашу весов решения присяжных. Так, например, простой народ и революционная группа может желать осуждающего приговора, а ваша семья оправдательного приговора, потому что это друг вашей семьи. Или народ будет желать оправдания, а революционеры – заключения под стражу. И здесь уже начинается политика, как постараться угодить всем. Но, как известно, всем не угодишь. Но вам придется, так как если отношения с той или иной фракцией испортятся до предела, то вас или убьют, или уволят, но результат будет один – вы проиграли. С семьей тоже надо поддерживать хорошие отношения, насколько это возможно. От этого будет зависеть, какие бонусы вы будете получать для той или иной фракции. После каждого дня вы будете проводить время с семьей, а как именно, выберете именно вы. Но опять же, всем не угодишь. А порой события будут развиваться так, что вы встанете перед выбором – улучшить отношения на работе, но потерять связь с семьей или наоборот. Ознакомившись с предметом обвинения, а читать нужно будет много и внимательно, вам предстоит провести связь между событиями и категориями. Это нужно для того, чтобы открыть вопросы, которые вы будете задавать подсудимому. И чем больше правильных связей вы составите, тем больше вопросов сможете задать. А это, в свою очередь, будет влиять на присяжных и их решения. Все очень интересно продумано. К тому же, за безошибочный подбор вопросов получите бонус к репутации. Задавая правильные вопросы, вы подтолкнете присяжных к нужному вам решению. Но если так вышло, что не смогли этого сделать, то можете вынести вердикт вразрез с решением присяжных. Это, конечно, не добавит вам репутации, но поможет повысить уровень отношений с какой-либо фракцией, потому что вам это жизненно необходимо. А далее, когда в суде появится прокурор, перед тем, как вынести вердикт, вам нужно будет заполнить отчет. Это будет как проверка вашей внимательности, что тоже будет влиять на репутацию. Все очень серьезно. Не забывайте, от этого будет зависеть ваша карьера и жизнь. В игре, конечно, можно выносить только справедливые приговоры, но такие решения могут ухудшить репутацию у народа и революционщиков. Как, например, суд над одним революционером, но по факту обычным грабителем. Все будут желать оправдательного приговора. И тут встает вопрос, как вы поступите, пойдете на поводу у толпы или же нет. Трудные решения будут идти с вами рука об руку, а политика будет вмешиваться в судебные дела все больше и больше, заставляя вас принимать еще более тяжелые решения, зачастую, чтобы выжить самому. С развитием сюжета механика игры изменится, добавятся новые функции по действию в городе, вы будете рассылать своих агентов по Парижу, пускать сплетни, плести интриги и даже устраивать пытки ради достижения собственной цели. Вы будете продвигать себя на политической арене, устраняя конкурентов, приближаясь к верхушке власти. Появятся новые фракции, с которыми тоже придется строить отношения, чтобы вас не убили раньше времени.
В целом игра просто поразительная, с интересными механиками, занимательным сюжетом и всевозможными поворотами, и непростая в плане принятия решений. Что ж, на этом у меня, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.